Всем привет-привет! Всем прекрасной пятницы! Ближайших приятных, прохладненьких выходных, либо наоборот тепленьких, в зависимости от того, какая у вас погода. Хочу напомнить, во-первых, анонс, да, что вышел сегодня в разделе сообщества на тему этих выходных, блиц-консультаций. Заходите, смотрите, приходите. Так, это понятно. Что хотела сказать? Хотела сказать, что вчера я выложила для тех, кто не подписан на мой телеграм-канал и не видели ролики, которые я записывала о Таро. Вот, в плейлисте Таро простым языком вы можете посмотреть два новых ролика, которые я записала о шуте и о маге. В них что я рассказываю? Во-первых, я рассказала о том, что в Телеграме, о том, что я изучаю эти две колоды, и мне захотелось поделиться той информацией, которой я владею. То есть то, что ранее я узнала, и то, что я узнала в процессе изучения новой колоды Табула Мунди. Вот. В общем, кому интересно ролик чисто о Таро, об аркане. Один ролик у нас про аркан шута, второй ролик у нас про аркан мага. Там я подробно рассказываю все, что изображено в глифах на арканах. Кому интересно, заходите, смотрите. Вот. Также, если захотите поделиться, вообще я никогда про это не говорила, но вот просто буквально вчера что-то меня такое осенило. В принципе, я и так думаю, что люди, все ролики, которые находятся в свободном доступе, да, вы, конечно же, можете ими пользоваться, можете пересылать своим друзьям. Там, я не знаю, если есть возможность в YouTube делать какие-то маленькие ролики, да, вырезки минутные, вот, тоже можете делать. То есть все, что находится в свободном доступе, вы этим можете пользоваться, можете делиться, можете об этом рассказывать, говорить. Вот. Всегда, конечно же, с отсылкой на меня, мне это будет приятно, мне это будет, не знаю, как-то полезно, наверное, да, и плюс ко всему для продвижения канала. Хочу сказать одну такую вещь. Вчера все, кто у меня обучался Таро, я даю дополнительно, помимо той информации, которую я рассказываю об арканах, я даю дополнительные какие-то документы, в которых есть информация, опять же таки, о Таро, но это в письменном виде. Вот. Все, кто покупает у меня курс, именно покупает, я даю доступ. Поскольку всю информацию я храню в папках на облаке, для того, чтобы получить доступ, надо запрашивать разрешение. Вчера ко мне пришло на почту запрос от человека, которому я не продавала курс. Ясное дело, что я доступ не дала, вот, но на всякий случай хочу сказать, мне кажется, для меня это само собой разумеющееся. Меня, если честно, это вообще никак не, как это сказать-то правильно, не огорчает и не расстраивает, слово просто забыла. Не расстраивает то, что кто-то покупает, допустим, один человек покупает курс и потом делится этим курсом там, с другими людьми. Я понимаю, что вопрос финансов, да, когда можно поделиться, я сейчас не буду говорить про авторские права, про все такое. Я просто скажу, что это, в принципе, на совести каждого человека. Вот, но имейте в виду, что если вдруг с кем-то как-то поделитесь, я имею в виду документами, да, то доступа, ясно дело, человеку другому, чужому, левому я не дам. Вот, но всегда есть обходные пути, и многие об этом знают, вот, многие пользуются этим. Вот я вообще, знаете, как-то вот, никак не реагирую, просто вспомнилась, потому что вот буквально на днях пришел такой запрос, и поэтому я озвучиваю, так, чтобы человека, знаете, не огорчить. А то человек так захочет зайти в документ, посмотреть, да, а доступа нет. Почему? Да потому что не заплатил. Вот. Вот такие пироги. Ладно, а что мы с вами будем делать сегодня? Кстати, я давно не делала акции на курс Таро. Наверное, надо будет сделать. Я подумаю, в ближайшее время, может быть, я сделаю. Я в последнее время не так часто стала делать.
Вот. В принципе, потому что в любой момент вы можете приобрести за полную стоимость. В принципе, она не такая и дорогая по сравнению с той информацией, которую я даю. Вот. Но все же, да, у каждого свой кошелек, в чужой кошелек не заглядываю. А мы с вами приступаем сразу к раскладу. Да, тема у нас сегодня расклад без вопросов. То есть вопросов не будет. Обычно, как говорится, в простонародье это называется в потоке. Я решила не называть так расклад в потоке. Почему? Потому что мне каждый расклад в потоке идет. Вот, и я уже говорила в Телеграме об этом, озвучивала. О том, что недавно увидела ролик, не ролик, а комментарий от одной подписчицы, которая писала о том, что Елена, вы помимо Таро пользуетесь и ясновидением, да? Вот, и там дальше тоже были такие лестные комментарии, меня это очень сильно как-то позабавило, улыбнулась. На самом деле нет, я не использую ясновидение в моем понимании. Для меня ясновидение – это отдельный вид искусства, которым обладают единицы на самом деле. Потому что ясновидение происходит от слова «ясно вижу», и при этом я вижу в разных направлениях. То есть я вижу как будущее, так вижу и прошлое. Вот. И когда человек говорит о том, что я владею ясновидением и там видит исключительно только будущее, и при этом не может ничего рассказать ни о ваших друзьях, ни о вашем образе жизни, ни о вас самих, ни о вашем прошлом. Вот я бы здесь призадумалась. Вообще в каких-то моментах в контексте понятий я категоричная. Вот. Это, опять же таки, мое субъективное мнение. Вот в таком контексте нет, я не обладаю ясновидением. Обладаю ли я какими-то дополнительными, так скажем, способностями? Да, но это не столь важно. Вот. Главное, чтобы вы получали информацию. А каким образом и каким способом я ее получаю, это не принципиально и не столь важно. Одно скажу, что это светлым путем, да, это я не использую темные силы, по крайней мере, осознанно. Я не знаю, что там на неосознанном уровне, что происходит. Тут я не могу нести какую-то ответственность, но вот за то, что я осознанно делаю, вот, здесь принципиальный такой настрой на свет. Для меня это важно. Вот прям вот это категорично, это важно прям для меня. Осознанно, по крайней мере. Вот, неосознанно не знаю. Давайте приступим. Давайте приступим. Не буду делать большой расклад. Так, позиция номер 1. Голубенький камешек. О чем сегодня у нас пойдет речь? О том, что происходит сейчас в вашей жизни. Либо то, что вам нужно знать. А в данном случае вам нужно знать то, что либо необходимо разрушить какие-то иллюзии касательно ваших желаний, либо на данном этапе разрушаются, да, идет разрушение каких-то ваших иллюзий, представлений, то, что не имеет почвы под ногами, да, и какой-то опоры, то есть то, что не является реальностью. Здесь идут разрушения. Опять же таки, да, как это сказать-то правильно? В общем, я не приветствую крайности, да, то есть либо это в плюс, либо это в минус. Для меня и то, и другое имеет, лично для меня, имеет определенную пользу, да, то есть нету исключительной пользы в свете и нету исключительной пользы в тьме. Да, либо вреда в тьме. И то, и другое в равных пропорциях, либо в нужных пропорциях имеет определенное значение и важность. Поэтому аркан звезды в данном случае здесь, с одной стороны, он указывает на достижение каких-то желаний, но каких-то целей, причем цели, желания таких масштабных, глобальных, которые больше про состояние, такое возвышенное представление, какое-то вот, я не знаю, что-то там чистое присутствует, да, то есть какое-то вдохновение, воодушевление, вот какие-то такие порывы. Но с другой стороны, аркан звезды мы можем считывать как раз-таки, как рядом с семеркой кубка, как раз-таки про какое-то чрезмерное эмоциональное состояние, которое привносит свои искажения. То есть в данном случае человек не видит ту реальность, которая есть. Его переполняют, я не знаю, какие-то состояния, какие-то эмоции. Но они иллюзорные. И вот эта вот иллюзорность рушится.
Является ли это, как говорится, добром либо злом, хорошо ли это или плохо? Здесь зависит исключительно от того, как вы воспринимаете ситуацию, от вашего мировосприятия. Да? С точки зрения развития любые иллюзии, они мешают на пути развития. То есть они, скажем так, это очень приятное искушение. Вот. А когда есть какие-то искушения, когда есть какие-то такие залипания, да, привычки, вот, они всегда приятные, отказываться от них сложно. Но, с другой стороны, когда что-то рушится, да, то есть очищается, здесь идет очищение. Возможно, речь идет о том, что вам необходимо как будто бы очиститься от того, что нереальное, что ли, не прагматичное. И вот вместе с этим могут и рушиться какие-то ваши цели и желания. С одной стороны, это к лучшему, потому что они вам и не нужны, да, потому что они ошибочные, они придуманные, надуманные, они не есть реалистичные. А с другой стороны, когда идет разрушение любых наших желаний, да, даже если это какие-то розовые очки, это всегда больно, это всегда неприятно. Поэтому, знаете, вот здесь вот такая трактовка, когда невозможно односторонне рассказать о том, что вот это хорошо. То есть здесь идет какой-то очень важный момент, который имеет отношение к вашим желаниям, к вашим мечтам. Возможно, были какие-то ожидания того, что вас поведут, да, либо если я пойду по зову от своего внутреннего, так скажем, состояния, да, то это будет мне во благо. Но вы ошиблись, да, как раз-таки в контексте того, что это зов именно души. Возможно, это был зов вашего разума, который вел вас вот в эту эмоциональную ловушку и вел вас в заблуждение. То есть здесь такой момент тоже может быть. То есть я представляла одно, и мне казалось, что это хорошо, что это вот правильный мой путь, а оказалось, что это вот очередная ловушка моего ума, это все придумано, это все надумано, и это не есть истинное. В общем, как бы здесь тема не раскрывалась, но речь идет о том, что пришло время сейчас на данном этапе разрушить, очиститься, избавиться. Причем разрушить до основания то, что не есть реальность. Вот все такое придуманное, все такое чрезмерно эмоциональное, все то, что затмевает наш рассудок. И здесь парадокс заключается в том, что это имеет отношение к вашим желаниям, понимаете? Если бы это было какие-то программы, возможно, модели поведения, да, это можно было сказать, но это вот то, не знаю, здесь может быть такое, что человек себе говорит, вот мне это надо, да, и я мечтаю это купить, я мечтаю это получить, это приобрести, а по факту оказывается, что человеку это не надо, но это его мечта, он жил ради этой мечты, а теперь, когда эту мечту забрали у человека, что теперь делать? Понимаете, то есть здесь на самом деле разрушение, оно может быть болезненное, хотя имеет отношение к какой-то мечте. Да? То есть, например, человек всю жизнь жил и мечтал о том, что вот он купит какой-то определенный автомобиль, либо съездит в какое-то место. А тут вдруг и он узнал либо что-то об этом месте, что-то такое негативное. И его вот эти вот мечты, вот эти вот надежды, то, что он строил всю свою жизнь, то, на что он возлагал какие-то свои надежды, да? То, что придавал смысл вот этим своим желаниям, они вдруг рушатся. И это больно, когда человек утрачивает, да, вот какие-то смыслы, которые он наделял либо каких-то людей, либо какие-то ситуации. Появляется внутренняя дыра, появляется внутренняя пустота, и это очень больно, да, потому что потом человеку заново приходится искать какие-то новые свои мечты и новые какие-то смыслы. И порой бывает так, что ему даже не хватает сил. Либо человек настолько разочаровывается, что, не знаю, вот его жизнь, она становится серой и безвкусной. То есть здесь по-разному может быть. Поэтому не всегда, когда мы говорим о том, что рушатся иллюзии, да, это вот прям сейчас я увижу реальность, это будет все хорошо. Иногда бывают такие моменты, которые держат вот эту вот иллюзию, да, вот эту вот сладость, вот это вот послевкусие, это то, что держит человека, условно говоря, в жизни, да, на плаву. То есть здесь такой момент. Но что же здесь все же рушится?
Ну, скорее всего, двойка кубков здесь указывает нам на то, что рушится как гармония, да, либо это взаимоотношения с человеком, который вам был близок. Неважно, в какой роли он проигрывал, то есть это были личные отношения, это были профессиональные отношения, дружба, там, родственники, неважно. Этот человек был близок вам по духу, это человек был... Это тот человек, которому вы доверяли. В этом человеке вы увидели себя. Да, это вот как будто бы ваше отражение. Здесь присутствовала какая-то душевная близость. Как правило, это тот человек, который вас дополняет. Пускай он даже, может быть, и не похож на вас внешне, да, но внутренне есть какие-то точки соприкосновения. И здесь получается, что вот этот тандем, он разрушился. Либо рушится, либо наоборот его надо разрушить. То есть здесь разные использования глаголов. Вот, в разных временных направлениях. Почему? Почему здесь нужно разрушить? Потому что здесь нужно работать, да, уже в контексте дальнейшего движения. Опять же таки, сейчас мы уточним аркан колесницы, но здесь как будто бы человек должен прикладывать усилия для дальнейшего движения. Опять же, что это за движение? Движение в этих взаимоотношениях, но вывести их на новый уровень. Либо разрушить эти отношения, пойти построить другие, либо разрушаю отношения, потому что я выбираю профессию. Здесь вот прям вариантов куча может быть. Сказать, что что-то одно конкретно я не могу. Но суть заключается в том, что что-то, вот эта вот любовь, вот эта взаимность, понимание, гармония, она должна разрушиться, и на ее место придет работа, очень много работы. Причем работа не только в физическом плане, да, а работа, она может быть и в метафорическом понимании, там, работа над собой. Что это за работа? Работа над своими собственными ограничениями. Почему? Потому что вот ограничения вот эти вот и будут рушиться, да, либо наоборот. То, что вам казалось, что на вашем пути это является некой такой преградой, в один прекрасный момент эта преграда закончилась, а вместе с этой преградой и закончился и смысл этого пути. Почему? Потому что пока есть какое-то сопротивление, нам хочется действовать, да, нам хочется, то есть пока есть закрытые двери, нам хочется стучаться в них. А когда двери открыты, интерес пропадает, потому что я в любой момент могу войти в эту дверь. И вот здесь вот пока есть ограничения, пока были ограничения, это имело какой-то смысл, то есть вы вкладывались, работали над какими-то иллюзиями, да, и это для вас имело какой-то смысл. А теперь эти ограничения, они разрушились, и у вас появилось разочарование. То есть, а с чем связано разочарование? Ну да, такое апатическое состояние, что, не знаю, как утраченные какие-то шансы, утраченные возможности. Да, утраченные, вот я сказала, возможно, да, двойка жезлов. Причем здесь интересно так, что человек, ощущение того, что очень много сил и энергии вкладывал в работу. Я не знаю, что конкретно здесь за работа, над чем человек, либо над кем, либо с кем работал человек. Но суть заключается в том, что как будто бы разочаровался. Разочаровался, и нету сил, и при этом дороги открыты. Вот такой парадокс, да, стремился к тому, чтобы, я не знаю, что-то получить, чтобы открылись дороги. Прям прикладывал много усилий, долгое время работал, прям многие годы, возможно, работал. И сейчас человек как будто бы получает то, что он хочет, но у него уже нету сил взять это. У него уже нету настроения, нету такого запала пойти и взять это. Почему? Почему? Потому что, не знаю, то ли есть здесь появилось что-то другое, более интересное, то ли как-то вот человек охладел. То есть, видимо, так много усилий прикладывал, так много разочарований. Здесь вот идет вот эта вот энергия, знаете, причем интересный момент, когда ты что-то хочешь, тебе не давали, а ты страдал из-за этого, а теперь тебе дали, и ты понимаешь, что, оказывается, я и не хотел. А что теперь делать? Да? Что теперь делать в контексте того, что я же получил то, что я хочу. Вот что делать с полученным? С тем, к чему я стремился, вот с этим желанием. Что теперь с ним делать? Такой парадокс. Так, над этим вы работаете. А что за движение? Да? Что за движение? Движение вот...
разбитое сердце, да, в контексте мировоззрения, да, какие-то вот смыслы, вот я говорю, здесь утрачены какие-то смыслы. Человек разочарован. Может быть, вы работали над каким-то проектом, над каким-то делом, да, и ну, вот вы, я не знаю, хотели большего достатка, да, больше какой-то вот финансовой состоятельности, что ли, либо хотели больше времени, ресурсов для того, чтобы обратить внимание на себя. Ну, то есть хочу больше времени на себя, и сейчас вам это дали, и вы дали, а вы не знаете, что теперь с этим делать. Потому что по факту вам это не нужно. Допустим, человек много-много работал и говорит, когда же наступит, там, я не знаю, отдых, когда вот я могу спокойно выспаться, там, я не знаю, сходить куда-то, попить чашечку кофе. И получается так, что человек увольняет, к примеру. Вот теперь у тебя много времени. И человек огорчен, потому что он не может насладиться вот тем, что он хотел, да, вот этим вот временем. Возможно, здесь человек хотел иметь какие-то совместные обязательства, совместное проживание, ну, если в контексте личной жизни, да, с человеком. И он это получает. Он это получает, но он этому не рад. Потому что, как будто бы, вот знаете, здесь глаза открылись, и человек увидел что-то другое. А то, чего он ранее не видел, пока он к этому стремился. Знаете, вот какая-то некая такая зашоренность была у человека. А теперь эти шоры сняли, человек увидел какую-то, я не знаю, реальность, настоящую жизнь, такая, какая она есть, с обзором таким панорамным, да, на 180 градусов. И у него появились какие-то, не знаю, новые дороги, новые возможности. И он понимает, что вот если я буду продолжать двигаться в том направлении и возьму то, что я хотел, воспользуюсь тем, чем я хотел, то на самом деле это не принесет. Ну, это не мое, мне это не нужно. И человек здесь это осознает, и это его очень сильно огорчает, потому что он оглядывается назад и понимает, сколько сил было утрачено. И, не знаю, здесь вот какие-то такие разочарования идут. А вот что здесь по двойке кубков, что здесь за союз? Здесь было какое-то очень сильное притяжение к какому-то человеку, либо были какие-то обиды. То есть здесь дьявол держал этого человека, здесь была какая-то вовлеченность, можно сказать, даже зависимость эмоциональная. Очень долгое время, то ли это от человека, то ли здесь были какие-то эмоции привязанности к этому человеку, то ли обиды на какого-то человека. Ну, то есть здесь разные эмоции разного формата по отношению к кому-то. То ли это человек, то ли это какая-то ситуация. Здесь была такая привязка. И сейчас знаете, так, хочется сказать, не вовремя. Вот прям вот совсем не вовремя вы получили то, что вы хотите. Но это не вовремя. И поэтому вы не можете этим насладиться. Что вам делать, как вам быть? Зависнуть, да? Зависнуть, остановиться и пересмотреть. Что вам нужно пересмотреть? Как я рада, что в этой колоде много аналогичных карт. Что вам дьявол, да? Вот дьявол и вот дьявол. Пересмотрите свои привязанности, пересмотрите свои зависимости. Причем, знаете, здесь нужно пересмотреть какие-то свои теневые аспекты, вот которые у вас есть. Вот такое ощущение, что здесь что-то прояснилось, что-то всплыло на поверхность. Вот как, не знаю, вот как будто бы человек, который утратил память, и он всю свою жизнь старается, стремится вспомнить, кто он есть. И вот прогуливаясь, да, неожиданно рядом с ними прозвучал шум пикард. Да, вот дети пошутили, бросили. И человек так сильно испугался, что вот на этом эмоциональном состоянии перепуга к нему вернулась его память. Ему вернулась его память, но в этой памяти то, к чему он стремился, там были не только позитивные моменты, а вернулись и все негативные. И вот здесь вот такое, знаете, с одной стороны, вроде бы и радостно, да, что наконец ко мне вернулась память, и я помню, кто я, и для чего я, и что я хочу. Но вместе с ней вернулись и негативные моменты, которые лучше бы я не вспоминал. Либо мне стыдно за них, да, то есть вот теневые аспекты какие-то. И мне стыдно за это, понимаете? Либо мне неприятно, да, то есть здесь вот именно с памятью как будто бы возвращаются и теневые аспекты. Но они возвращаются не случайно, их нужно пересмотреть, да, с этим что-то нужно сделать. Вот что вам нужно сделать с этим? Король Пентаклей. Как-то организовать свою
материю, да, как будто бы принять какие-то здесь моменты, ну, то есть увидеть жизнь более практично, более реалистично, что ли, я бы так сказала, и двинуться дальше. Знаете, вот такое чувство, что, ну, случилось, что теперь поделать? Можно ли это как-то исправить? Нет. Что с этим делать? Ничего, просто принять. Это остается, да, вот как часть вас, вот просто принять и двинуться дальше. В каком направлении здесь нужно двигаться? В направлении любви, в направлении наполненности. Вот поэтому вам и дается очищение, чтобы вы очистили вот эти вот свои теневые аспекты, которые здесь всплываются. И продолжали делать то, что вы делаете. Ну, знаете как, неприятный здесь какой-то такой момент есть, да, но хочется сказать, жизнь продолжается. Случилось, идем дальше. То есть приняли этот момент и пошли дальше. Куда пошли дальше? Вот снова пошли в эту двойку кубков. Двойку кубков. Здесь не имеется в виду, что вы пошли заново в другие отношения. Здесь имеется в виду, что вы, ну вот вопрос принятия, да, приняли в себе и живете уже в состоянии как-то вот гармонии. Ну, как это сказать? Причем мне какие-то такие негативные примеры идут, я их даже озвучивать не хочу. Но такое ощущение, что, знаете, вот у человека начали выпадать волосы. Ну, что с этим делать? Ну, на стрессе, да, ну, что можно сделать? Можно успокоиться. Вырастут ли волосы? Ну, не знаешь. Какое-то время, допустим, может быть, надо будет ходить, ну, с лысиной. Что делать? Либо ты принимаешь и стрижешься полностью наголо, да, и ходишь вот в таком образе, либо покупаешь парик. Ну, то есть решение приходит в момент принятия той или иной ситуации. То есть ты не убегаешь от нее, ты принимаешь, и ты решаешь, что с ней дальше делать. Я не могу понять, касательно какой сферы здесь идет речь. Здесь не показывается. Здесь показывается ваше внутреннее какое-то психологическое состояние. То есть долгое время вы жили в каких-то иллюзиях. Сейчас эти иллюзии разрушились, и вы должны быть просто какой-то вот психическая либо психологическая какая-то зрелость здесь приходит. И вам нужно будет с этим жить, вот принять и жить с этим. Это не обязательно что-то такое негативное, но это неприятное однозначно. Это неприятно. Вот еще здесь в этой колоде 3 двойки кубков, и все 3 двойки кубков на вас выпало. Поэтому здесь вопрос принятия, да, вот вам нужно принять. Жить в любви, в гармонии с собой, вот невзирая на то, что здесь, может быть, разрушилось, либо разрушится. Либо разрушится на том уровне, на том формате, на котором это было, понимаете? То есть, допустим, если это касается отношений, это не факт, что вы разрушаете здесь отношения, а вы разрушаете, знаете, вот я же говорила, здесь есть такой момент, допустим, вот вы, не знаю, хотели построить отношения с каким-то человеком, хотели серьезных отношений, и случилось так, как вы хотели. Но когда вдруг неожиданно человек вам предложил, как говорится, руку и сердце, да, либо жить вместе так, как вы хотели, вы об этом мечтали, вы вдруг неожиданно испугались. Что делать? Отказаться? Либо согласиться? Согласиться я не готова, я боюсь, мне страшно. Отказаться тоже вроде бы не совсем правильно, да, то есть а в чем причина-то? Ведь ты к этому шел, да, либо стремилась. Здесь какая-то такая очень тонкая ситуация, я не знаю, напишите, о чем это. Я привела пример на уровне отношений, ну, то есть личных, а здесь может быть что угодно. Но здесь вот какая-то игра идет, ловушка, причем ловушка нашего сознания, причем здесь... не знаю, как вот проверка, ну нет, не совсем проверка, здесь просто какой-то другой уровень урока. Не к такому вы привыкли, да, вот вы привыкли как будто бы как это сторожаться, сопротивляться, а тут вам говорят, а не надо, вот ты хочешь, вот получи. И вы вот в каком-то таком ошеломевшем состоянии, типа, а теперь не надо преодолевать ничего, а теперь не надо ни за что стремиться и ни с чем бороться, он говорит, нет. И вы тут по дьяволу пугаетесь, понимаете? Потому что вы не привыкли к такому состоянию. Что делать? И это на самом деле страшнее, потому что вы получили то, о чем вы мечтали, то, что вы хотели.
нежели если бы вы это не получили. Здесь такое ощущение, что вот если бы вам не дали ваше желание, да, вот это вот вашу мечту, вы бы отреагировали намного спокойнее, нежели то, что реализовалось, то, что вы хотели. Как теперь жить? Вот как теперь жить? Вот то, что вы хотели, вы вам это дали, получили. А к чему теперь стремиться? А стремиться не к чему, потому что у меня есть то, что я хочу. А наслаждаться этим я не научился, я не умею. Поэтому здесь и идет король пентаклей. То есть получайте удовольствие в материальном мире, структурируйте свою материю так, как вы хотите, наслаждайтесь. Хотели, допустим, к примеру, денег. Вот вам много денег, много работы, много денег. Трудитесь, получайте деньги, получайте от этого удовольствие. А вам непонятно. А что? А куда теперь эти деньги складывать? А их так много, что теперь с ними делать? Понимаете? Здесь какие-то страхи появляются у человека внутренние. Прям вот интересно, вот мне прям любопытно будет, да? Если вам будет несложно и, как я люблю говорить, не лень, вот, напишите в комментариях, мне реально интересно, что же здесь вам дали, о чем здесь речь идет. Так, это была первая позиция. Позиция номер 2. Красненький камешек, двоечки. Посмотрим, что здесь нам скажут. О чем тут пойдет речь, повествование сегодня без вопроса. Уезжаю на курорт. Здесь человек едет на минеральные воды. На самом деле здесь начальный этап, с одной стороны исцеления, а с другой стороны планирование чего-то нового в вашей жизни. Именно планирование, то есть обдумывание, да, желание человека пойти, как говорится, к новым берегам, но при этом уже сделая определенный вывод из своих предыдущих каких-то ошибок. То есть здесь я иду, не новые песни по-старому, да, либо старые песни по-новому, нет. А здесь что такое, когда, знаете, вот человек набил столько шишек, наступил на столько граблей, что он уже понимает, ну что ж я дурак такой, да, неужели я не могу усвоить урок? Все, человек усвоил урок, сделал определенные выводы, и на основе этих выводов уже все правильно, подготовился, все правильно, верно сделал для того, чтобы пойти дальше. И плюс ко всему здесь параллельно идет, ну, во-первых, новое начинание, речь идет о каком-то новом начинании. А с другой стороны, здесь, возможно, есть желание общения, коммуникации, но пока на данном этапе коммуникация идет через переписку, не вживую. Здесь очень много текста пишется. Вот. Также здесь может быть какое-то вот исцеление. Именно поэтому я и сказала на минеральные воды, да, куда-то подлечиться. Человек едет куда-то подлечиться. То есть вот здесь такое. Не потому, что он больной, а потому что просто подкрепить свое здоровье, да, как-то восстановить свои ресурсы. Здесь идет исцеление. В любом случае, даже если человек болеет, да, то здесь идет исцеление. И также идет здесь общение, коммуникация. Прям очень много. С кем вы тут общаетесь? Ну, здесь очень десятка пентаклей. С кем вы общаетесь? Либо вы общаетесь с коллегами по работе, очень много, ну, все время вот в сообщениях, да, в смс-ках, либо общаетесь со своими родственниками, да, со своей семьей. Для чего мне показали эту всю историю? Ну, потому что это то, чем вы горите сейчас, это то, чем вы, видно, то, чем вы наполнены сейчас. Почему это так важно для вас? Потому что вы над этим работаете. Что-то вы тут подготавливаете, какие-то перемены. Какие-то перемены здесь человек подготавливает. Да. С каких-то времен двоечки у меня стали постепенно превращаться в мага. Это вот что-то абсолютно новое, вот кардинально новое, да. То есть здесь появился разум, не то, что у вас его не было, а здесь как будто бы, знаете, ну, не знаю, как-то человек, он изменился.
стал более рациональным, что ли, вы стали планировать, в коем веке вы стали планировать, да, то есть люди интуитивные, люди спонтанные, проходящие по шуту, а тут вдруг у меня появляется маг, да, появляется рациональность, планирование, достижение своих желаний, но не в контексте, так, знаете, удачного случая. То есть я надеюсь на какой-то удачный случай. Нет, я готов прикладывать усилия к этому удачному случаю, да, я буду сам его создавать, либо сама его создавать. Здесь все арканы говорят о том, что да, я сделала определенные выводы вот из прошлых уроков, да, из своих каких-то страхов. Но здесь вопрос не в том, что вы там проработали какие-то свои теневые аспекты, да, либо какие-то страхи. Нет, просто здесь человек для себя понял, да, я знаю, я это боюсь. Вот, как кролики. Боятся, но размножаются. Как раз таки для того, чтобы их, как правильно сказать, вид не исчез полностью. Поэтому потомства должно быть очень много. Поэтому кролики, они должны быть плодовитыми. Вот здесь что такое, да, я боюсь, но я все равно это делаю. Почему? Потому что, ну да, эмоционирую, но все равно, да, надо уже вот как-то логику включать, надо уже что-то планировать, надо уже, вот как здесь человек как будто бы меняется постепенно. Вот, у него все больше появляется уверенности в себе, все больше появляется какого-то желания, знаете, вот двигаться вперед, уже совершать какие-то действия. То ли вы уже много раз ошибались, что в какой-то конечный момент вы себе говорите, да, что-то я уже устала бояться. Давай я уже вот просто буду делать. Да. Боюсь, не боюсь, а делать буду. Может, какой-то результат получится. Вот здесь что-то такое. И вы уже начинаете действовать. Да. Здесь идет действие на всех уровнях у человека. К чему это все вас приведет? Ну, к эмоциям. Конечно же, к эмоциям. К эмоциям. Придет вас это все дело к каким-то переменам. Вот. Но при этом, вот знаете, как человек будет осторожничать с одной стороны, да, то есть вот, допустим, я что-то говорю, либо я что-то делаю, но я делаю это осторожно. То есть если я, допустим, что-то хочу сделать, я уже стараюсь держать язык за зубами, прежде чем я это сделаю. Почему? Потому что я уже как будто бы оглядываюсь назад, да, на свой прошлый опыт, а вдруг сглажу. Да? Либо, а вдруг я скажу, а там не получится. Поэтому я лучше промолчу. Это очень трудно дается, да, но все равно вот здесь человек как будто бы получает какую-то мудрость на своем пути. Он становится более позитивным, ну вот более уверенным, да. Он не всегда понимает, я имею в виду человек, он не всегда понимает, куда ему нужно двигаться. Почему? Потому что здесь на выбор всегда влияют какие-то третьи факторы. То ли это ситуации, то ли это люди. Вот. Но, по крайней мере, человек старается, да, включать свою разумность и планирование. Он старается оставлять позади вот какую-то свою неуверенность, то, что я уже сказала. Да, человек здесь обретает силу. Здесь не показываются к чему, не показали мне, к чему вы идете, но сам формат такой достаточно позитивный взаимодействия, который указывает, скорее всего, вам просто это нужно было знать, что вы действительно поменялись. Я не могу сказать, что вот окончательно, да, безоговорочно. Вот, но вы поменялись, вы стали, знаете как, боюсь, но все равно делаю, боюсь, но делаю. И чем больше вы преодолеваете себя, тем больше уверенности у вас появляется. А чем больше уверенности у вас появляется сила и энергия для того, чтобы двигаться дальше. И вас этот процесс начинает завлекать. То есть вы уже акцент делаете на сам процесс. То есть первый раз, да, я боялась что-то делать, и я это не сделала. Второй раз я сделала, но это было коряво. Третий раз я все равно попробовала, но получилось уже чуточку лучше. В пятый раз вообще ничего не получилось. Но в шестой получилось идеально. И вот когда вот получилось идеально, так как вы хотели, да, вы здесь внутри себя как-то, не знаю, расслабились и воспрял ваш дух. Вы поверили в себя. И это стало решающим каким-то фактором здесь для вас.
То есть, возможно, допустим, если есть какие-то третьи люди, да, которые раз вас покритиковали, второй, там, третий, что вы делаете, да, сначала вам было неприятно. Ну, то есть каждый раз у вас были разные реакции. В какой-то момент вы сказали, ну и фиг с ним, да, все равно он меня критикует. Зато я хоть что-то сделаю, да, хватит уже бояться. И вы начали делать, у вас начало получаться, и вы переключили свой фокус внимания с критики третьих людей, ну, то есть с того, что страхи, которые вызывали у вас, и влияние, которые имели на вас третьи лица, либо третьи какие-то ситуации, факторы, вот, и переключили на сам процесс, то, чем вы занимаетесь. И вы настолько вовлеклись, что забыли, что надо уже как-то бояться, понимаете? И это вас наполняет эмоционально, вы чувствуете прилив сил. Здесь люди взбодрились, да, воспряли духом, а кто-то, может, и помолодел. Да, то есть, вот, может быть, да, если вопрос здоровья проходит, да, то человек вот как будто бы принял, что ну окей, ну есть у меня, допустим, да, это заболевание, либо есть у меня это отклонение, ну что делать, жить-то все равно надо, ну буду жить так, как могу, так, как получается именно в контексте данного там заболевания, да, либо какой-то патологии. И в конечном итоге человек понимает, что, слушай, оказывается, классно жить, я могу, у меня получается, даже если у меня есть это вот патология, либо это болезнь. То есть все нормально, да, то есть жизнь продолжается в позитивном русле. То есть здесь вот это вот хорошая новость, что не в негативном, не в страдании, да, заметьте, здесь нету каких-то страданий, видимо, оставили в первой позиции, да, тройка мечей. Вот. Здесь позитивные арканы, причем 8 кубков, да, то есть я оставляю, избавляюсь от чего? От Луны, от вот этого влияния, да, третьих факторов, от непонимания вообще, что со мной происходит, от болота, в котором я находился. И я иду в сторону силы, я становлюсь человеком силы, я остаюсь человеком уверенным, да, то есть я побеждаю свои вот эти вот страдальческие какие-то моменты, да, своего характера. Ну, классно, здорово, молодцы, двойки. Вот я аж прям не ожидала, где этот маг? Вот я вам прям вот мага поставлю сверху. Перекрою всю эту позицию именно магом, да, человек, который умеет, знает, и все у него получается. Все он это делает мягко, комфортно, да. Кстати, про мага, да, сказали, вот ролик вчера, который я загрузила про мага, короткий, да, с новой колоды, плюс из колоды Кроули, Таро Тота. Вот как раз смотрите, как он проигрывается, то есть ту информацию, которую вы получили, кто смотрел, кто не смотрел, посмотрите. А кто смотрел, ту информацию, которую вы получили из того ролика, да, берете ключевые слова, перекладываете, и вот у вас получается такой интересный расклад. То есть можете послушать там и понять, кем вы стали. Так, позиция номер 3, зелененький камешек, троечки. Смотрим, что нам скажет расклад сегодня поле. О чем нам поведает поле, без вопроса. Поле пришло поведать нам о переменах, которые наступают вам на пятки. Перемены эти во внешнем мире, да, то есть как будто бы наступил какой-то кризис. Я не имею в виду в мире, в общем, это мы и так знаем, а именно в вашем восприятии, в вашем окружении какие-то очень глобальные перемены наступили. Если они еще не наступили, то они в ближайшее время случатся. И здесь вам нужно будет проявить как-то отвагу, мужество, храбрость, именно такие качества для того, чтобы вот заново воспрять. Да? То есть в чем-то вы находились в 7 пентаклей, в бездействии. Причем это бездействие настолько долгое время было, да, что вот корни деревьев проросли непосредственно в тело самого человека, что непонятно, то ли он убит, то ли он спит. Да? То есть что здесь происходит? Император. Здесь вам нужно будет проявлять свою волю, да, свои вот какие-то такие мужские качества, навыки рационализмом. Да. Здесь ни в коем случае нельзя будет включать эмоции вот именно в момент перемен. Здесь такое ощущение, что вот поезд набрал обороты,
да, и вот он уже вот в такой скорости, очень хорошей, движется. И ваша задача на бегу, именно на бегу, мобилизироваться и войти в этот, впрыгнуть в этот поезд, в эти вагоны. И здесь нужно будет включать все свои умения, здесь нужно включать все свои навыки, силу, прям силу, здесь сила необходима. Перемены, которые грядут, либо уже настали, да, во внешнем мире, они будут проверять ваше внутреннее состояние, насколько вы готовы пойти в новое, насколько вы готовы шагнуть в неизвестность. Вот он держит здесь левой рукой этот меч. То есть он не понимает, какие решения принимает здесь, да, человек, он не понимает, куда идет, но он четко, интуитивно ощущает именно движение вперед, что надо сделать этот шаг, да, вот этот шаг доверия. Куда вам нужно сделать этот шаг доверия? В новое солнце, в новую жизнь. В новую жизнь, да. Солнце и туз пентаклей. В чем проблема-то здесь, я не могу понять. Ну, то есть хорошо же, да, новая жизнь, благоприятная, плодородная, изобильная. В чем проблема? Почему вы боитесь туда шагнуть? В чем проблема? Не знаю, такое ощущение, что вы боитесь как будто бы конкуренции, борьбы, что у вас не получится. Почему вы так это принижаете свои способности, да? Что у вас не получится как будто бы войти в статус императрицы, получить какой-то статус. Что-то у вас какие-то внутренние состояния такие не очень понятные, но они очень мелкие, они как шелуха, да, либо какие-то как надоедливые мухи, либо насекомые. Вот летают, в принципе, они вам навредить не могут. Да, они забирают у вас энергию, да, они вам мешают, маячат перед вами, но навредить они вам не могут. Почему вы придаете им столько значимости, столько важности, что каким-то образом они смогут повлиять на вас, да? То есть с каких пор, допустим, вот этот малый аркан может повлиять вот на эти арканы, на императрицу и на аркан Солнца? Нет, конечно, не может повлиять. Почему вы считаете, что не получится? Не знаю, вы так видите, да? Я художник, я так вижу. Наверное, потому что нет ресурсов, потому что нет сил. Ну, я говорю, вы себя принижаете. Знаете, здесь человек просто устал, у него очень много разных перемен было. Причем, знаете, такое ощущение, что если в какой-то период жизни кризисные моменты, они были с каким-то отдыхом, да, то есть, допустим, кризис, потом отдых, потом опять кризис, потом отдых, да, какое-то такое чередование. То есть сейчас такое ощущение, что вот сквозь вас проходят такие энергии, что там один кризис, вот он зашел, вышел, потом опять кризис, зашел, вышел. И такое ощущение, что вам как будто бы не хватает, как это сказать, сил, ну, не дают вам время на передышку, да, как проходной двор, зашли, вышли, вот эти вот все кризисы. И здесь вам очень важно быть сконцентрированной, центрированной на своем внутреннем стержне. Поэтому здесь говорят, что нужно будет применять, потому что иначе вас снесет. Это как, знаете, как он называется-то, сквозняк. Да, вот вы стоите на сквозняке, и если вы хорошо и плотно не стоите на двух ногах, да, то этот сквозняк, он настолько сильный, что он может сдвинуть вас с места. Да, то есть вы можете либо сойти со своего места, либо, не знаю, вот вас ветер как будто бы заберет. Да, то есть настолько это мощные какие-то такие воздушные энергии здесь идут. Здесь идут перемены в вашем сознании. И если у вас не будет вот этой внутренней системы ценностей, если у вас не будет внутреннего стержня, то, конечно же, вы не сможете справиться с ситуацией. И здесь фокус внимания вам не нужно на внешний мир, да, делать, а именно на внутренний, чтобы быть именно центрированной. То есть здесь не продержать оборону, а здесь направлять свой фокус внимания вот именно, я не знаю, вот мне показывает как скелет, как позвоночник. Вот все внимание должно быть на продолжение всего вашего позвоночника сверху донизу.
То есть не обращать внимания ни на что другое. Почему? Потому что вот этот позвоночник – это то, что вас держит. Это ваша основа. Вот здесь вам нужно на какую-то основу обращать внимание. Все остальное не имеет значения. Вот если у вас есть вот эта основа, у вас есть эта база, то с вами ничего не произойдет. Вот как-то так здесь идет. Ну, вы оглядываетесь назад, потому что вы ждете как-то... Опять же таки, понимаете, если мы говорим о какой-то борьбе внутренней, которая происходит внутри вас, да, то вы, оглядываясь назад, вы ожидаете, что вот как-то извне будут преграды, будут какие-то трудности. И здесь как человек, который думает о том, как поставить какую-то защиту, как обороняться. Но когда он так думает, его фокус внимания направлен на внешний мир, да, то есть там вовне есть враги, там от них надо защищаться. Если вы сместите фокус внимания с внешнего мира на внутренний и будете обращать внимание на свой позвоночник, да, на свой внутренний столб, и будете подпитывать его вниманием, светом и энергией, то вы в какой-то момент заметите, что излучение, оно идет изнутри вас наружу. Да, то есть вы светитесь изнутри, говоря простыми словами. И вот этот свет и будет для вас защитой. То есть вам не надо будет тогда защищаться от других. То есть вам не надо здесь будет защищаться от каких-то трудностей, сложностей, с которыми вы столкнетесь. То есть возвышая свой, вот императрица и солнце, возвышая свой свет, плюс ко всему здесь император, повышая свои вибрации, вы постепенно выходите на новый уровень, который сам уровень является для вас защитой. Понимаете? То есть вы, как объяснить? Вам не надо уже будет, говоря простым языком, не надо будет делать какие-то амулеты, да, какие-то обереги, вот как-то себя охранять, там всякие булавочки вешать, все такое, от глаза или еще что-то. Повышая свои вибрации через вот уплотнение вот этого вашего внутреннего столба света, вы сами для себя становитесь вот таким столбом света, да, неким щитом. И любой человек, подходя к вашему полю, да, его будет отбрасывать. То есть вы даже ничего и делать не будете. То есть в первом случае вы что-то делаете своими руками, там, но это малоэффективно. Вот. А во втором случае сама энергия, сама жизнь, она вас оберегает, сама Вселенная вас оберегает изнутри через ваше свечение. Ну, то есть вы светите, значит, вы полезны этому миру. Поэтому вас надо оберегать. А в первом случае вы сами себя оберегаете. Вот, что-то здесь такое. Опять же, это метафорично все, да, надеюсь, вы это понимаете. Да. Ну, то есть здесь, в принципе, что идет? Стойкость, да, по этому аркану, альтернатива аркана сила. То есть здесь идет стойкость. Причем, заметьте, да, я говорила про позвоночник, да, про внутреннюю колонну. Вот она, внутренняя колонна. И здесь она уже дала трещину. И задача поддержать эту колонну. Да? Каким образом? Именно внутренним спокойствием. Потому что если эта женщина, она будет как-то руками махать, либо что-то делать, то, во-первых, этот тигр встанет, да, и начнет, не знаю, активничать, и тем самым разрушит вот эту вот колонну, которую, наоборот, надо сохранять, оберегать через что? Через спокойствие, через укрощение своих инстинктов, беспокойства какого-то. Вот то, что, в принципе, я и рассказала, этот аркан, он показал, да, для того, чтобы вы стали королевой жезлов, для того, чтобы вы научились пропускать жизнь через себя, изменились. Изменились, причем, знаете, для кого-то здесь вернулись к своим заводским настройкам. Потому что жезловость – это вот ваше. Вы здесь очень много разных трансформаций проходите, кризисов разного этапа. Не случайно я сказала. В конечном итоге такое ощущение, что вот вас должны привести заново. Ну, то есть вы ходили по кругу, и вас приводят к каким-то заводским настройкам. Такой, какой вы были когда-то. Но более, скажем так, умудренный, да, жизнью и опытом. Вот такой был расклад. Напоминаю, что в разделе «Сообщество» вышел анонс на блиц-консультации выходных дней. Тема у нас будет «Поток». Приходите, кому интересно. Записывайтесь также на беседы со смыслом. Вот, и вся необходимая информация обо мне и моих услугах, стоимости есть под
этим роликом по ссылке мои услуги. Нажимаете, переходите, читаете, и я с огромным удовольствием поработаю с вами. Прощаюсь всем. Открытых дорог, да, храбрости, вот какой-то такой внутренней силы, настойчивости, уверенности. И вот эта вот уверенность, да, не то, что я беру саблю, сейчас всех порублю, нет, а внутренняя уверенность, что я иду по правильному пути, по своему пути, я иду и живу так, как я хочу, себе в удовольствие, но при этом я не подстраиваюсь ни под кого. Но где-то в каких-то моментах я лоялен, да, то есть не всегда категоричен и не всегда консервативен, да, вот как по императору. Вот что-то такое здесь грядет, и этого я вам желаю. Всем пока-пока.